Привет, друзья! Сегодня у нас проект по деревообработке стоимостью в 2000 рублей. Работать мы будем щитами ясеня шириной 200 мм, толщиной 20 мм. Приобрел я 3 таких щита стоимостью каждый 600 рублей. Ну и начнем по порядку. Первый этап: буду склеивать два щита между собой. Склеиваю клеем D3, он влагостойкий. Делаю по инструкции: клей ПВА наношу с одной из сторон и выжидаю 3 минуты. Далее две детали прижимаю друг к другу и стягиваю при помощи струбцин. Время схватывания клея 10-15 минут. Ну а полное отверждение происходит через 24 часа, но у меня пока есть чем заняться. Сейчас же подготавливаю распиловочный станок для пиления на ламели. Для этого выставил упор в размер толщины пильного диска. И для этого делаю черновой запил на ненужной заготовке. И теперь проверяю, входит ли ламель в пропил. И как можно заметить, все четко получилось. Значит, можно обрабатывать чистовой материал. Беру оставшийся третий щит и распускаю его на ламели. Таких ламелей нам понадобится 8 штук. Единственное, диск немножко подтупился и ламели немного подгорают. Это, конечно, я все поправлю. Недаром я взял ламели толщиной немножечко потолще. Толщина диска 3 мм, а ламели я распускаю 3,2 мм. Ну а мы переходим к следующему этапу. Теперь мне нужно будет две заготовки по 40 мм. Не сказал ранее, что щиты у нас длиной 900 мм. На самом деле вот эти заготовки по 40 мм мне нужны будут длиной 650 мм. Но я делаю пока все с запасом. После распуска материала перехожу к барабано-шлифовальному аппарату. Конечно же, все это можно было бы обработать при помощи орбитальной шлифовальной машины, но у меня есть барабано-шлифовальный станок, почему же им не пользоваться? И тем более это в разы быстрее. Да, если бы его не было, конечно же, я пользовался бы орбиталкой. Это я к тому, что не обязательно иметь дорогое оборудование, а можно все сделать при помощи тех инструментов, которые у тебя есть в мастерской. Например, орбитальная шлиф-машина. Но я уже в кадре пользуюсь тем, что есть. Тем временем уже можно работать с склеенным щитом. Снимаю струбцины и проверяю, не повело ли наш щит. Так как я использую простые струбцины, а не для склейки щитов. И как можно заметить, щит наш, слава богу, не повело. И я дальше продолжаю его обрабатывать. Теперь мне необходимо оторцевать. Использую самодельную шину из ламината и циркулярную пилу. Теперь на щит буду делить на две части. Первую заготовку буду отрезать 490 мм и распускаю предыдущим способом. На циркулярной пиле у меня установлен диск 40 зубов. Можно сказать, что это чистый рез. И далее я буду работать с заготовкой, которая у нас 490 мм. И на ней сейчас черчу хаотичные линии при помощи линейки и карандаша. Таким образом я решил задать рисунок. Но у каждого свои фантазии, и это делать не обязательно. Теперь эти линии углубляю при помощи ручного фрезера. И фреза установлена морковка. Кто не знает, это фреза, сделанная под конус. В моем случае от 6 мм от основания до 1,2 мм на кончике. Но кто работает с фрезерами, а тем более на ЧПУ станках, тот точно знает. По итогу получились такие углубления по всему основанию, которые я буду заполнять при помощи эпоксидной смолы. И чтобы сделать довольно-таки аккуратно и не заляпать саму древесину, я использую малярный скотч. В моем случае это малярный скотч, который используют при покраске автомобилей. Он лучше обычного хозяйственного малярного скотча тем, что он не запускает краску под себя. Но у меня, как всегда, закон подлости, и малярный скотч, который мне нужно был, закончился. Время 8 часов вечера и уже купить негде. И мне пришлось взять широкий скотч и сделать прорезь по центру, чтобы распустить на тонкие полосы. Далее скотч срезаю в местах пересечения и убираю все остатки. Ну а по периметру буду использовать обычный скотч, либо клейкая лента, как кому удобнее. Клею его для того, чтобы эпоксидная смола далее не вытекала. Ну и далее перехожу к заливке эпоксидной смолой. Эпоксидную смолу смешал в двух компонентах и разбавил белым красителем. И для заливки использую шприц. Так более аккуратно и удобно. И можно минимизировать расход самой смолы. Пока это выглядит вот так. И теперь оставляем на 18 часов до полного отверждения. То есть вы понимаете, если не заливать смолой, можно было сократить изготовление изделия на 18 часов. Ну и после застывания смолы излишки я срезал при помощи стамески. И финально прохожу в барабано-шлифовальном станке. И на выходе получаем готовую обработанную столешницу, которую еще немножко нужно будет доработать. До той идеи, которую нужно будет воплотить в жизнь. Теперь вооружаюсь линейкой и буду делать разметку каждый 40 мм. Таких разметок мне нужно будет 6 штук. Перехожу к циркулярному столу и опускаю диск на высоту нашей заготовки. И как можете заметить, направляющая каретка тоже сделана самодельно и из ламината. Теперь заготовку ставлю по разметке и закрепляю упором. Делаю пропил с одной стороны, заготовку переворачиваю и делаю также пропил. Откладываю в сторонку, беру вторую часть от щита и делаю такие же пропилы с двух сторон. И как видите, для таких повторов отлично подойдет самодельная направляющая для циркулярной пилы. И далее делаю те же манипуляции, выставляю по разметке и закрепляю упором. И делаю так
так пропилы с двух сторон. И так делаю по всей разметке, то есть мы делаем, чтобы все было зеркально, что столешница, что подножье. Когда все пропилы будут готовы, единственное по центру нужно будет расширить. И это также делаю на циркулярном столе. Также с двух сторон на каждой заготовке. И на этом этапе столешница и основание уже готовы. И теперь перехожу к изготовлению ножек. Как я говорил ранее, ножки буду делать длиной 650 мм. Делаю разметку и отпиливаю в размер. Теперь на заготовках буду делать разметку 32,5 мм, то есть по центру. И к ним буду приклеивать ламели с двух сторон, по 2 штуки. Также использую клей ПВА D3. Для удобства нанесения клея использую шприц. И далее прижимаю при помощи струбцин и оставляю до полного отверждения. Наши ножки готовы, единственное, за кадром добавил 2 вклейки. Получилось это все из-за того, что я ошибся в размерах пропила. Самое главное, что это можно было исправить. Ну а далее перехожу к склеиванию деталей. Наношу клей ПВА, также для удобства использую шприц. И клей наношу пожирнее. Теперь мне необходимо установить в пропилы опору с ламелями. Делаю такую работу впервые и думаю, что замучусь. Немного, конечно, помучился и, конечно же, все получилось. Главное вставить ламели, а опору просто необходимо установить сам пропил. И дальше поможет молоточек. Немножко постучал и все хорошо село на свое место. И вторая сторона уже пойдет гораздо проще. Теперь уже есть навык. Проделать все те же манипуляции, простучал молоточком, переворачиваю заготовку и перехожу к другой стороне. И провожу все те же манипуляции. Единственное, что понадобится теперь еще и рулетка. Нужно будет соблюдать, чтобы были пропорции одинаковые по высоте с одной стороны и с другой стороны. Но тут на самом деле важно, чтобы были опилены опоры в один размер. И тогда уже будет все четко по размеру. И для подстраховочки забил по пару шпилек с каждой стороны. Теперь беру японскую пилу по дереву и отпиливаю все ламели, которые выступают. Далее в ход идет орбитальная шлейф-машина, я закругляю все края и тем самым подготавливаю древесину к дальнейшей покраске. И на выходе получаем вот такую красоту. И окрашивать сегодня мы будем с вами уже неоднократно проверенным полиуретановым лаком Якутия. Это сверхпрочный полиуретановый лак для защиты древесины. Вот экстра. Лак водоразбавляемый, сверхпрочный, однокомпонентный. Обладает превосходной устойчивостью к мытью, царапинам и ударам. Надежно защищает древесину от биозаражения. Не имеет запаха и быстро сохнет. Подходит для паркета, мебели и дверей. Наносить можно при помощи кисти либо валика. Я буду использовать кисть и буду красить 2 слоя с промежуточной сушкой в 4 часа. Так как после первого слоя надо немножко будет зашкурить поднявшиеся волокна древесины. Лак наносить нужно по волокнам древесины, а после работы инструмент можно промыть водой. В моем случае лак бесцветный. Я решил оставить структуру древесины в естественном виде. Но лак можно колеровать как ручным, так и автоматическим способом. И как показывает практика, с нанесением лака может справиться любой, даже школьник. Лак не растекается и не оставляет разводов. После нанесения оставляем сохнуть. И на выходе получаем вот такую красоту. Смотрится шикарно. Естественный вид древесины остался, зато теперь блестит и очень красиво. Ссылочку, конечно, где приобретал лак, оставлю в описании под видео. Но у нас уже почти все готово. Осталось сделать пару штрихов, чтобы проект был полностью завершен. Сейчас буду делать разметку с 4 сторон под будущие ножки. При помощи шуруповерта сделал 4 отверстия. Беру покупные ножки, они с гвоздиком и на войлочной основе. И при помощи молотка забиваю их на свое место. И вот теперь уже все готово. На выходе получаем красивый и прочный прикроватный столик. И если вы думаете, что он не прочный, я его проверил под собственным весом. Я даже на нем посидел, а вешу я 85 килограмм. И как можете заметить, ничего с ним не случилось. И максимум, что на нем будет стоять, это либо светильник, либо ноутбук. В общем, друзья, получился вот такой вот прикроватный столик, который я сделал для себя. Решил попробовать себя в такой деревообработке. Все удачно получилось. Я надеюсь, ролик вам понравился, был интересен и полезен. Если вам это понравилось, поставьте, пожалуйста, палец вверх, напишите свое мнение, поделитесь с друзьями и также не забудьте подписываться на канал. Вам же я желаю всем крепкого здоровья. С вами я не прощаюсь, увидимся, до новых встреч.